Ребята, всем привет! Решил психануть крайний раз и еще раз перекрасить всю мастерскую. Психанул и дверь тоже в беленький закатал. Как вам такой колор? По-моему, вообще восхитительно. Все буду в белый закатывать, решено. А дальше будем уже декорировать как-нибудь. А здесь у нас будет кухня. Все вот эти модернизации, друзья, позволяют более эффективно использовать площадя. Вот смотрите, сколько появилось полок. И кухня, которая у меня раньше была где-то вот здесь, на вот этом ящике, видите, я его уже освобождаю полностью. Теперь она будет здесь, и она более развита, более качественная. Можно здесь зеркальце, например, повесить какое-нибудь. И все будет окей-хоккей. Конечно, темновато что-то у меня тут в помещении. Надо наращивать световую мощность. Позгорали лампочки. Здесь все, там две, там все, там одна. Ну и, короче говоря, светодиодные все какие-то с разной цветностью, то есть какие-то теплые, какие-то холодные, какие-то синие, какие-то зеленые. И в итоге с ума сходит мастерская. Видите, стены белые, абсолютно белые, а все равно вот оно какое-то здесь синее, здесь оранжевое. Но это понятно, ящики отбивают. Здесь желтое, потому что светит лампа желтая. И никак я не добьюсь равномерного цвета. Либо надо больше света просто сделать. Очень много. Тогда, может быть, все белое будет. Ну а вообще, ради чего, из-за чего я заморочился, друзья? Да вот из-за этого красавца. Видите? Фрезерный станок появился в мастерской. Ну вот такой вот станочек, как я и мечтал. Ребята, это подарок от подписчика, представляете? В общем, Равиль с братом из компании Дискокрас занимается ремонтом и восстановлением колесных дисков. А также порошковой покраской. А также очень хитрым восстановлением в виде напыления какого-то сверхзвукового. Я даже так и не понял, что это такое, ребят. В общем, не тик сваркой заваривают диски, а напыляют каким-то хитрым способом без нагрева самого диска. И вот как-то так получилось, что ребятам приходится переезжать с того помещения, где они раньше находились. А так как на этом станке они не работают, пришло окончательное решение задарить его мне, ребята. Равиль, гигантское спасибо. Блин, я просто в шоке, я нереально счастлив. Я и хотел, честно говоря, именно такой станок. Именно 676 или 675. Ну а вам, ребята, я оставлю ссылочки в описании. Кому интересно, Ренат с братом занимаются этим в городе Москва. Это ни в коем случае не реклама, потому что меня об этом не просили. Это моя, так сказать, благодарность за вот этот подарок гигантский. Давайте перейдем к обзорчику и посмотрим, что он из себя представляет. Из интересного, смотрите, что здесь. Вот с этой стороны лучше видно. Видите, стол не в самом роскошном состоянии. То есть здесь сфрезеровано зеркало стола родного. Сверху поставлена какая-то плита. Ну, естественно, тут, наверное, тоже все фрезеровано. Сделаны Т-пазы. Потому что там уже Т-пазов нет. Возможно, я закажу новый столик, если найду. Вот. Далее, что тут еще интересного? Восстановлен, так вот, по-интересному маховик. Ну, не знаю. Возможно, тоже новенький придется искать. Либо, может быть, сам буду делать, потому что это дело такое трудно находимое, скажем так, и всем нужное.
Здесь вообще оборванный. То есть это не при доставке обломалось, это и было обломано уже изначально. Станочек долго стоял, без работы. Вот, и вот такое вот состояние. Ну, по состоянию, кстати, хз. Потому что тут даже вот кое-где следы шабровочки проступаются. О, вот тут видно задиры есть. Но какой-то линии такой переходной не замечено. Шабровочка присутствует даже вот между задирами. Задиры — это частое явление на фрезерных станках. Можно перетянуть и задрать его. То есть если двигать в затянутом состоянии, задиры очень быстро образовываются. У меня даже на моем новеньком, так сказать, токарном станке я сделал задиры на задней бабке. Потому что затягивал ее и пенолью двигал, когда сильно очень сверлил. Она немножечко отодвигалась, и снизу образовались задиры. Хотя на станине этого не видно. Ну, я вовремя спохватился, ничего не успело стереться. В общем, я там подшабрил, подшаманил, и все ништяк теперь. Никак не могу понять, ребята, какого рода племени этот станок. Говорят, что армянский фрезерный станок такого плана, ну, не очень хорошего качества. И вот у меня теперь интересность большая, какой же это станок. Я думаю, вы опознаете. Может быть, по этому знаку. Где его делали. Вот. Видите, здесь есть система смазочки. О, хлюпает что-то там. Я, правда, еще не разбирался, куда здесь наливается масло и вообще как это все работает. Есть ограничители какие-то, концевички кругом стоят. Возможно, это на всех станках фрезерных. О, видите, очень жестко они тут работают. Честно говоря, я не знаю. Придется разбираться, придется постигать эту фрезерную науку. Потому что до этого у меня лишь НГФ 110 был и есть до сих пор. Ну, а это станочек совершенно другого уровня. Так, что еще из интересного? Значит, здесь у нас еще приданное есть. Роскошное. Это так называемый центрошукач. Ребята. Вот. Ну, центроискатель по-нашему. А по-прикольному это центрошукач. Так. Далее есть еще одна индикаторная головка. Часики. Либо микрометр. Это тоже одно из названий. Так сказать. Далее, что тут есть еще? Ну, это у нас от стоечки индикаторной с микроподачей. У меня что-то подобное есть. В принципе, можно основу выточить и готовая стойка. И еще есть гигантский патрон с центровкой от токарного, по всей видимости. И на конусах Морзе там вот вроде бы как именно 4-й конус Морзе. И этот патрончик можно в фрезерный вставлять и работать. Ну и самое интересное, это расточная голова. Вот она какая. Посоточная подача здесь. 0,01. Такая вещь нужна, такая вещь была бы покупаться, если бы ее не было обязательно. Вот, потому что фрезы кое-какие у меня есть. Можно уже даже работать начинать. Это, кстати, аккумчик лежит, он поврежден был в полете. И я его на столик металлический положил, а вдруг загорится. Ну, вроде бы пока все с ним нормально. Так, ну что еще? Еще есть конусок. И еще есть такой вот недоделанный цанговый патрон. Он доделанный, но цанга нету. Можно сказать, не с пустого места буду начинать, а станочек с приданным. Все здесь крутится, все вращается, шомпол имеется. Пробовал заглядывать в пеноль. Ну, что-то там по мелочи чувствуется. Какие-то огрехи, но не критичные вообще. Можно сказать, все там нормально. Ну, у меня есть разверточка, 4-й конус. Можно будет немножечко пройтись, чтобы уплотнить. Ну, а там посмотрим, насколько это критично. Здесь вот скотчем примотали, я уж не знаю для чего.
Видимо, чтобы голова эта, может, не слетела, побоялись. Значит, если мы крутим за маховичок, то голова едет. Так, прошло немножко времени, подключил времянку на станок, и в мастерской у нас появился отличный свет. Правда, еще не до конца доделано, станочек вот этот не очень все еще по-прежнему освещается. Но мастерская преображается, тем не менее, произошла небольшая такая революция. Да, света явно стало больше. С этой стороны уже хорошо. Можно его обсмотреть. Вот видите, вскрывал лючок, чтобы посмотреть, все ли здесь в порядке. Предохранители, как всегда, давно сгоревшие и поставлены перемычки. Намотан кусочек провода. Но нас это сильно не пугает. У меня есть вводной автомат. Если что, отрубится всегда оно. Включается станочек очень легко нажатием на кнопочку. Видно, заработал шпиндель. И уже можно было бы даже ставить фрезу и что-либо фрезеровать. Долго я не мог разобраться, как же здесь включаются подачи, потому что здесь есть и ускоренная, и замедленная. Я это, естественно, все буду изучать, ребята, но можете подсоветовать в комментариях, как здесь все работает, потому что вот это вот ускоренная подача, она, по всей видимости, должна подключаться именно нажатием при работе. Но она, видите, подхрустывает как бы. Не знаю, по идее так быть не должно. Но как иначе, то есть держать ее что ли вот так и подключать, запитывать, тоже непонятно. Но это не суть важно, в общем-то разберемся. А сами подачки включаются вот этим рычажком. Вот раз. И все, пошла подача продольная. Если мы сделаем вот так, то идет вверх-вниз. Оп. Какие-то звуки страшные. Так. Ну и поперечная подача. Вот так подключается. Выезжает хобот. Все, друзья, станочек, можно сказать, апробирован. Теперь надо думать. То ли очень люто его модернизировать, разбирать, шабрить, красить, менять подшипники, менять все. То ли немножечко его подшаманить и запускать сразу в работу. Все это будет видно при ближайших небольших таких разборках и измерениях. В общем-то, я сторонник того, чтобы сразу вводить его в работу, смазать, естественно, и дальше смотреть, как он будет точить. Если все ровненько, все хорошо, без вибраций, то и нечего его трогать. Ну, единственное, можно, если для души, то можно покрасить. Друзья, не забывайте, что я оставлю ссылочки в описании на ребят, которые отправили мне этот чудо-станок. В общем, посмотрите, что за ребята, которые могут подарить такой станок. Есть такие все-таки у нас, а? Представляете? Ну, у меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на мой канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч. Супер станочек. Просто офигенный. Просто огромное, гигантское спасибо вам, ребят, за него.